Идем дальше. И последняя банкнота. Польша, 20 злотых, 2011 год. Памятная банкнота 20 злотых в памятном фолдере-буклете, посвященная столетию присуждения Нобелевской премии по химии Марии Складовской-Кюри. Лицевая сторона буклета, который выполнен из плотного картона, содержит портрет Марии Кюри и надписями «Народный банк Польши», надписи на польском и английском языках. Пятая польская коллекционная банкнота в честь столетия присуждения Нобелевской премии по химии Марии Складовской-Кюри. Мария Складовская-Кюри – польская и французская ученая-экспериментатор, дважды лауреат Нобелевской премии, соавтор открытия элементов радия и полония, основательница радиохимии и понятия радиоактивности, первая женщина, получившая высшую награду в области науки и единственная из ученых, получившая 2 Нобелевские премии в различных научных дисциплинах – физики и химии. Альберт Эйнштейн говорил о Марии Кюри Складовской, что она была единственным человеком, не испорченной славой. Также Мария Кюри Складовская является первой женщиной, которая получила водительское удостоверение. Внутри буклета находится сама банкнота. Сейчас я ее достану, для того, чтобы мы смогли подробнее ее рассмотреть. Лицевая сторона банкноты. Портрет Марии Складовской-Кюри и фасад здания Сорбонны в Париже. Мария Кюри была первой женщиной-преподавательницей Сорбонны, центра Парижского университета в столице Франции. Дата на банкноте 20 апреля 2011 год. Наблюдаем водяной знак, портрет Марии Кюри и электротип элемента радий. В нижнем левом углу номинал 20 выполнен тиснением и представляет собой цифру 20 римскими цифрами. Имеется защитная нить с микротекстом 20 злотых. В центре банкноты наблюдаем защитный элемент, выполненный по технологии Spark, который представляет собой схему электронной оболочки химического элемента радия. В центре ядро, окруженное 7 орбитами, по которым движутся 88 электронов. Атомный номер радия 88. Оборотная сторона. Золотая Нобелевская медаль, вручаемая лауреату Нобелевской премии, одной из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру или развитие общества. На медали изображен портрет Альфреда Нобеля и годы его рождения и смерти римскими цифрами 1833-1896. По центру цитата из выступления Марии Складовской-Кюри на польском с подписью автора. Дословно в переводе гласит: «Я открыла радий, но не создала его, поэтому слава не принадлежит мне, но принадлежит всему человечеству». Мария Складовская-Кюри. По смыслу эта цитата переводится так: «Радий не обогащает никого. Это элемент. Это для всех людей». Ниже фасад Института радия в Варшаве. Онкологический институт в Варшаве, основанный Марией Складовской-Кюри совместно с польским правительством 29 мая 1932 года как Институт радия. Сегодня это специализированный институт ведомства Министерства здравоохранения Польши. Номинал 20 в верхнем левом углу выполнен цветопеременной OV-краской. В краску добавляют специальные чешуйки. В результате данная краска меняет свой цвет в зависимости от того, под каким углом на нее посмотреть. Сама краска прозрачная, а эффект достигается лишь за счет преломления света. Водяной знак. Еще один защитный элемент проявляется при просмотре банкноты под углом. Химические колбы, круглодонная и коническая, а также химическое обозначение радия.
Такая вот интересная и красивая памятная банкнота. Вернем ее на свое место и посмотрим оборотную сторону фолдера. Здесь видим текст, информация о банкноте на польском и английском языках. Материал банкноты бумага, размер 138 на 69 мм. Тираж банкноты 60 тысяч штук. Такое вот интересное евроазиатское пополнение было у меня, друзья. Большое всем спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем желаю здоровья, добра, успехов и хороших пополнений в коллекцию. До новых встреч!